Что ж, мои любимые, дорогие, смотрим. Смотрим, особенно для девочек. Мужчины, интерпретируйте под себя описание человека, мужчины, в мыслях которого ты живешь. Это заодно будет отливка. Кто очень ждет какой-то встречи, новой встречи или встречи с кем-то, это будет и отливка. Я могу сказать, что у вас сейчас мысли просто путаются. И хочется, и колется, и мама не велит. Мы будем смотреть на мужчину. Потому что мы будем смотреть и на отливки, а любая отливка – это чистка. Небольшая, но чистка. Так, мужчина, которого в голове. У этого мужчины тоже все в разные стороны. То одна мысль, то вторая, то третья, то о жизни, то о любви, то о политике, то о работе, то о деньгах, то вообще о существовании жизни и для чего живет. Мужчина, могу сказать, что выходит цифра или 2 перевернутая, или цифра 5. 5 сроков. Когда меня спрашивают 5 сроков, что такое 5 сроков? Ну, 5 часов – это вероятность очень маленькая, так же, как и 5 лет. 5 дней, 5 недель, 5 месяцев. И давайте смотреть, что за такой у нас товарищ, который думает о вас. Мужчина, знаете, такой любит мне и все мне. Помните, такой мультфильм детский был «Дракончик»? Мне и только мне. Он не любит разбрасываться. Если что-то его, тут вот видите, да, у человека какие-то мысли нехорошие, и у него что-то, мочеполовой системой болит, что-то болит. Может, простудился, может, вирус какой подхватил. Так, какой мужчина думает о вас, и прям вы в его мыслях. Мужчина, я сказала, такой, который любит все мне и только мне. Такой, как говорят, раньше говорили, зажиточный на деревне. В закрома все свои. Мужчина, который верит в потусторонние силы. Как ни странно, мужчины обычно не верят в это. У них по-другому склад ума, чем у женщин. И вообще воспринимают мир мужчины совсем не так, как женщины. Мужчина, который хотел бы найти женщину, то есть он как вас видит, ему такая женщина нужна, как треугольник. Что такое треугольник? Это очень сильная опора. Это не то, что четырехугольник. Туда толкнешь, подвинулся, сюда толкнешь, подвинулся. А это как треугольник, как пирамида. Женщина, которая будет охранять дом. Женщина, которая будет изобильна, не скудная, а изобильная и в мыслях, и в знаниях. То есть ему не нужна тупая. Ему нужна женщина, которая умеет развиваться, учиться. Даже та женщина, которая познает, например, кулинарию, это тоже все время учится. Но ему нужна женщина, которая все время в каком-то движении познания. Какой мужчина? Мы смотрим описание мужчины. Мужчина телосложением не тощий, то есть это не тощий мужчина. Рост средний, меньше, чем 2 метра или 1,90 м. Вероятность, что такой высокий, нет. Вот такой вот крепковатый. Не скажу, что толстяк, но может у кого-то и выйдет толстяк. Но не толстяк, он не кажется таким толстым. Он крепкий какой-то, крепкий орешек. Мужчина, который любит и понимает, что такое деньги. И что деньги нужно не просто так, они повалятся откуда-то, а что их надо уметь зарабатывать. Мужчина, который не любит работать на какого-нибудь хозяина. Мужчина не любит подчиняться. Мужчина, который знает, я прав, потому что я прав, а если я не прав, то, пожалуйста, смотрите пункт 1. Мужчина, действительно, который ищет жену. Вот вышло 2 кольца. У вас, ну, из-за видео там камеры так не видно, а у меня прям четко 2 кольца, 2 круга. Мужчина, которому нужна женщина. Женщина для отношений, чтобы с ней идти рука в руку и двигаться вместе. Ему нужна женщина такой он, какой он. Он не любит капризных женщин. И для чего нужна женщина? Мужчина этот одинокий. И он устал быть одиноким. Он устал, что
Ну, дома у него так, вот, понимаете, как у одинокого мужчины. И ничего этого вроде не надо, потому что одинокому мужчине очень... Мужчины по-другому воспринимают этот мир. И когда они одни, то им не надо. А вот когда они женятся, то оказывается, что женщине так много надо, и мужчина начинает зарабатывать и приобретать для того, чтобы эта женщина была. Какой мужчина? Могу сказать, что у мужчины хорошее горячее сердце. Мужчина правдивый. И если он хочет солгать, то он просто ничего не говорит. Хотя это тоже считается, если мы о чем-то умалчиваем, это тоже вранье. Но здесь мужчина с сердцем, он не любит просто так незаконно обижать людей. Что могу еще сказать? Мужчина, который в жизни прошел и Крым, и Рым, и любовь, и морковь, и теперь ему надо, чтобы было все четко. Мужчина, который знает, почему он верит в эзотерику, потому что ему снимали. И сейчас на нем тоже, может быть, есть какое-то воздействие, но уже не в таком виде. Мужчина знает, что это такое. Приворотики, заворотики, херамотики. Вот такой мужчина думает о вас. А что мы смываем с него? Вот хорошая отливочка. Мужчина, да, такой, знаете, он как медведь или как бегемот. Ну, нет, как медведь. Вперед, 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 надо вперед. И чтобы в берлоге было тепло и уютно. Ну и чтобы там в берлоге обязательно была медведица. У кого детородный возраст, то и медвежатки. Что еще мужчина? Я сказала, что через 5 сроков, смотрите, не упустите. Мужчина неплохой, просто вы можете сказать, ой, ну какой-то занудливый, ну какой-то... Ну да, он такой вот. На первый, второй рассчитайся, надо делать все по правилам. Просто надо эти правила как-то принять вместе, согласовать, и тогда с этим человеком будет очень уютно. Вот такой человек идет. Кому-то он понравится, кому-то нет. Человек, да, не очень любит там путешествовать, по горам лазить. Ему должно быть все стабильно. Пишите. Принимаю, приобретаю. Хорошо и уважаю. Пока-пока. Заходите в мой телеграм, все мои контакты в шапке профиля по ссылке. Теперь мы с вами смотрим продолжение описания мужчины, в мыслях которого вы живете. Отливку мы сделали, посмотрите по отливке, какой он. Какой мужчина? Мужчина, который ищет женщину, и он видит, что вы такая женщина, которая может нести все в дом, которая может охранять дом. Возможно, что вы умеете деньги зарабатывать или беречь то, что приходит в дом, в семью. Какой мужчина? Мужчина, у которого была когда-то женщина, и эта женщина делала ему очень многие какие-то вещи, черная кошка, и он поэтому верит в магические силы добра и зла. Какой мужчина? Мужчина, который сейчас действительно переживает еще, возможно, и те вещи, которые с ним случились, и в жизни. Мужчина, возможно, что имеет какие-то раны, может быть, ранения, травмы. Так. Мужчина, который хочет мира, добра, успокоения. Ему нужна такая женщина, которая даст покой и радость. Сейчас мужчина находится в таком состоянии, что ему думать тяжело. И туда, и сюда. Но вы все время в его мыслях. А знает он ли вас? Вот как, да, он вообще-то вас когда-то... То есть он вас видел. Ясное дело, что в мыслях он видел. И действительно, этот мужчина хочет серьезного что-то, чтобы, да, вот видите, как вместе идти. Десятка кубков – это исполнение желаний и семейный быт и гармония в отношениях. Мужчина какой? Мужчина, который отогнал своих врагов, а враг у него была и женщина, и было двое мужчин, как будто как знакомые или друзья, или братья, который отвернулся от них, отдалился от них, отрезал их от себя в любых конфигурациях.
Мужчина, который живет в ваших мыслях. Мужчина по ночам о вас думает, засыпая он думает, и во сне вы к нему приходите. И он считает, что если он во сне думает о вас и видит вас, то значит вы тоже замечали его на своем пути. Какой такой он? Мужчина, который действительно понимает, что если ему одному всего хватает его монет, то когда он появляется женщина, то часть этих монет нужно тратить на нее и на детей. Но могу еще сказать, что у этого мужчины есть какие-то, возможно, долги, может быть, кредиты, которые он уже сейчас закрывает. Он хочет их закрыть и стать свободным от этого. Какой мужчина? Мужчина, который любит женщин, которые защищают свой дом. Вот это вот, все говорят, надоело нам эти слова. Да, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Вот такую женщину ему надо, сильную. Да, мужчина, который желал бы очага. 4 жезлов – это очаг, это семья, это взаимопонимание. И действительно здесь отношения такие, чтобы это было свадьба, как я говорю. Конечно, может быть и сожительство. Девочки, не соглашайтесь на сожительство. Потому что сразу вы... Вот видел вас мужчина на 100%. Согласились вы просто жить без печати в паспорте. Все. Он о вас сразу 80% вниз. Вы стали обыкновенной, как и все. Как они говорят, давалки. Не хорошее слово, но так. Зато еще бесплатно и штанишки постирает, и трусишки постирает, и носочки, и жрать приготовит. И еще потом вечером хошь не хошь, а для него вхож. Поэтому здесь идет человек, вот на вас смотрит, что вы ему как удача повернулись. И что именно ангелы привели. Вот он считает, что вы сами тоже как ангел. И он верит почему-то, что вы обладаете какими-то способностями, какие обладают женщины, ведущие. Все женщины могут это. Только очень много женщин, 90%, ленивых. И они не хотят познавать этот мир. Мир радости, эзотерики. Когда мы радуемся, когда мы говорим «я так рада», вот научитесь говорить, вот по телефону даже «я так рада тебя слышать». Человек к вам пришел и сказать «я так рада тебя видеть». Вот даже он из туалета вышел, а вы поворачиваетесь и говорите «я так рада тебя видеть». И вы увидите, как мир переворачивается. Это сильные эзотерические слова. Мужчина действительно, который... У него есть... Как бы он не любит, чтобы на кого-то работать, на дядю Васю. Он любит достигать всего сам. Но мужчина сейчас настолько опустошен, вот то, что с ним случилось, с ним действительно что-то случилось. Я вначале сказала, прослушайте. И он еще сейчас очень опустошен. Возможно, да, у человека ранение или какое-то был после операции, или что-то еще случилось в духовном, моральном таком. И он на вас смотрит и думает, ну я, наверное, ее недостоин. Но мужчина очень вас жаждет. Да, и он, конечно, понимает, что если вы ответите и увидите, что он не просто смотрит на вас, он понимает, что будет очень тяжело, но он понимает, что это очень замечательно. И здесь действительно мужчина, который вас любит. Пишите «принимаю, приобретаю, любви дорогу открываю». Посмотрите отливку и радуйтесь жизни. Пока-пока. С вами была Вивьена. Приходите в Телеграм, и все мои контакты в описании, в WhatsApp, везде. Пишите, кому надо лично.